Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, у нас с вами 14 декабря. Сегодня у нас с вами четверг. Обращаем ваше внимание, что сегодня денежный четверг, поэтому обязательно в этот день проведите практику с денежной цифрой и обязательно скажите следующие слова, которые помогут вам на протяжении всего дня. Также прямо сейчас в комментариях напишите слово «деньги» и поставьте лайк. Таким образом, вы приглашаете высшие силы и Вселенную в свою жизнь, чтобы она активировала и быстрее реализовала ваши мечты и планы. Итак, друзья, давайте разбираться, что же нас с вами сегодня ждет в этот день, 14 декабря. Итак, друзья, сегодня у нас с вами четверг, сегодня у нас с вами вторые, третьи лунные сутки. Обращаем ваше внимание, что сегодня Луна у нас в знаке зодиака Козерог. И у нас с вами, друзья, первый день растущей Луны. Обращаем ваше внимание, что вчера было еще у нас с вами новолуние, и многие люди почувствовали новолуние, те проблемы, ситуации, в которых они оказались, хотя мы предупреждали и говорили: будьте внимательны, будьте осторожны, но каждый сам, как вы знаете, выбирает свою жизнь и выбирает то, что он хочет достигнуть и сделать в своей жизни. Итак, друзья, сегодня еще не день для того, чтобы уже приниматься активно за те или иные дела. Пропишите сегодня еще раз те планы, те задачи, те цели, которые вы хотите реализовать в ближайшие 2 недели, а также подумайте уже сейчас о том, как вы хотите встретить Новый год, с кем, что надеть, как украсить стол и так далее, и так далее. Это очень важно сейчас уже в декабре заложить фундамент на следующий 2024 год. А вы знаете, что он будет высокосными. И сейчас очень важно, чтобы вы это уже сделали сейчас, уже начали подготовку, а не уже в январе. Обращаем ваше внимание, если вы по жизни не активный человек, если вы ведомый человек, то все-таки сегодня вы будете уязвимы, потому что все-таки ввиду того, что Луна начала свой рост, мы еще не видим Луну на небе, но с другой стороны у некоторых людей не хватает энергии, чтобы дальше двигаться, далее что-либо делать. Поэтому в этот день могут люди быть подозрительными, мнительными, коварными. Поэтому очень сегодня важно быть внимательным и осторожным с тем окружением, который окружает вас. Если вы чувствуете, что вам что-то не нравится, подумайте о том, что, может, вам нужно переосмыслить, передумать и двигаться дальше уже потом в другом направлении. Также обращаем ваше внимание, если вы сегодня чувствуете себя прекрасно и вы готовы уже действовать, совершать какие-то моменты в своей жизни, обязательно это пробуйте и не останавливайтесь. У вас в жизни обязательно все получится. Также обращаем ваше внимание, что именно в этот день, 14 декабря, у нас с вами закладываются события на месяц. Поэтому постарайтесь сегодня убрать любой негатив из своей головы, своих мыслей, из своего окружения. Постарайтесь настроиться только на позитив, чтобы события вашей жизни только получали хорошее развитие. Также сегодня ни в коем случае не стоит экономить энергию, потому что она должна вас бурлить. В ваших руках должно все гореть, фонтанировать. И таким образом вы, когда вы соединяетесь с энергией космоса, вы любые преграды сегодня можете преодолеть. При этом настолько быстро и легко, что даже сами будете удивлены. Также старайтесь мысли свои, энергии направлять только в нужное русло, только на созидание. Даже если вы сегодня в чем-то не уверены, будьте уверенным человеком, потому что помните о том, что как только вы проявляете неуверенность, вы мнительны, вы нервничаете, вы переживаете, учтите, вы сами притягиваете к себе определенные события и моменты в свою жизнь. Нужно ли к вам это? Точно нет. Что же касательно бизнеса, что же касательно денег в этот день, 14 декабря, обращаем ваше внимание,
что сегодня нужно быть лидером во всем, лидером быть на работе, стараться, по крайней мере. Если у вас сегодня совещание какое-то, выскажите свою мысль. Но, конечно, не лишь бы что-то сказать, а продумайте. Если вы сегодня где-то с кем-то встречаетесь, обсуждаете, не молчите, потому что те люди, которые ведомые, они и так и по жизни ведомые. Не стоит, вы всегда можете поменять себя. Да, на это нужно время, возможно, не хватает знаний, но помните, что именно вот такой вот настрой могут иметь люди, любые, и при этом очень важно, чтобы в этот день вы сдерживали любой негатив, который будет сыпаться в вашу сторону. И поверьте, ввиду того, что Луна еще не начала расти, потому что вчера с вами было новолуние, и, соответственно, люди еще, знаете, как пытаются питаться от других людей. Кроме того, если сегодня у вас перед вами возникают какие-то сложные задачи, смело беритесь за них, ни в коем случае не бойтесь тех или иных трудностей, потому что в дальнейшем это поможет вам и привлечет достаток и даже прибыль. Если вы работаете в торговле, в услугах, знаете, сегодня вам этот день принесет успех и, возможно, даже появятся какие-то новые перспективы. Но если мы говорим сегодня о деньгах, сегодня очень важно проявлять осторожность, потому что день не подходит для решения денежных вопросов и, следовательно, сегодня возможны потери. Также сегодня обращайте внимание на свой кошелек, обращайте внимание на свою сумку, а также на вещи, те, которые рядом с вами. Тот же телефон, та же шапка, перчатки и так далее. Также в этот день, 14 декабря, мы не рекомендуем выяснять отношения. Дело в том, что вот эти активные энергии, которые идут с космоса, у некоторых людей, они включаются настолько сильно, что человек считает, что он сегодня может все и вся. Но это не так. Поэтому очень важно, чтобы вы проявляли дипломатичность там, где это нужно, мягкость. Ну и, конечно же, ни в коем случае вы не придерживались другого мнения, только ваше мнение. Энергетика этого дня будет, друзья, настолько большой, великой, что слова, которые вы сегодня произносите, которые вы транслируете в мир, имеют мощную силу. Поэтому любые негативные высказывания, к сожалению, могут вас привести к возникновению каких-то неприятных ситуаций. Поэтому 10 раз подумайте над тем, что вы говорите. Кроме того, если вы лидер по жизни, то будьте сегодня внимательны и осторожны в общении со своими близкими и родными людьми. Это касается и родителей, это касается детей, супруга или супруги, партнеров по бизнесу. Дело в том, что сегодня вот эта агрессия, которая может проявляться, она может не очень хорошо влиять на людей. Что же касательно здоровья, то знаете, что болезни, которые начинаются в этот день, они, к сожалению, опасны, и они протекают очень остро. Также могут случаться сегодня травмы. И человек, который заболел в этот день или слег в постель, будет поправляться с трудом. Обратите на это внимание. В этот день очень полезны будут баня, солевые ванны, а также, если вы любите спорт, физические нагрузки, а также занятия боевыми искусствами и йога. Что же касательно стрижки волос, то стрижка волос в этот день не рекомендуется. Это может привести к различным заболеваниям или денежным потерям. Обратите на это особое внимание. Вообще этот день, 14 декабря, постарайтесь посвятить именно своему делу, своей работе, своему бизнесу. Сегодня пассивность противопоказана в любом ее виде и даже опасна, потому что сегодня из космоса идет очень много информации, идет идей, возможно, каких-то советов, рекомендаций, и вы, если пропустите, потому что будете где-то лентяйничать, где-то будете пить много чая, кофе, знаете, как есть люди, которые вот вроде выпил чай, кофе и заново идет, наливает себе. Зачем тратить на это время 10 раз, никто не может сказать. Также сдерживайте негатив, потому что негатив может идти сегодня от других людей, и это может влиять на вас. Также сегодня будьте внимательны. Также сегодня нельзя проливать масло
да, аминомасла, потому что если у вас сегодня именно такая ситуация, вы случайно пролили масло, то знаете, что это говорит о том, что вам такая вот идет подсказка, что вы сошли со своего пути и на данном этапе не знаете своего предназначения. Поэтому все-таки будьте сегодня внимательны и будьте все-таки осторожны. Также сегодня мы не рекомендуем вам проводить какие-то крупные денежные операции, потому что все-таки, хотя растущая луна, но энергетика все-таки еще немножко не устоялась. Также сегодня не стоит обсуждать со своим начальством какие-то глобальные вопросы, глобальные моменты в компании, потому что люди не слышат друг друга еще и на контакт не идут так, как это нужно для партнерства. Также сегодня не стоит менять место работы, потому что сегодня не подходящий день для смены рода деятельности. Также сегодня не стоит заниматься недвижимостью, обратите на это внимание. Также сегодня не подходит день для зачатия, как мы уже говорили ранее, физическая нагрузка подходит и даже рекомендована для любой физической нагрузки этот день. Даже если вы не любите спорт, хотя бы возьмите полчаса, пройдитесь по свежему воздуху или во время обеденного перерыва, или уже после работы. Также этот день не подходит для домашних дел. То есть, если вы сегодня планировали делать генеральную уборку, то лучше отложите. Ну, а сны, приснившиеся в этот день, не имеют значения. Они сбываются редко, но, знаете, могут стать такой вот проверкой высших сил касательно вас. Теперь давайте посмотрим, что же нам говорит Архангел Михаил на этот день, 14 декабря. Вы знаете, карта достаточно уникальная выпала, она выпадает достаточно редко и звучит она следующим образом. Будьте великодушны к себе. О чем эта карта? Карта говорит о том, что высшие силы, Архангел Михаил, ваш ангел-хранитель, уважает ваши чувства, при этом и эмоциональные, и физические. И вы, к сожалению, на данном этапе сильно себя к чему-то принуждаете, упрекаете себя. И все это, к сожалению, присутствует именно в вашем воображении, а в реальности этого нет. То есть вы сами себе рисуете что-то и сами себе придумываете какие-то ситуации. Убирайте это из своей жизни. И кроме того, очень важно, чтобы в вечернее время вы дали себе немножечко отдохнуть. Остановитесь, будьте добры к себе, сделайте сегодня себе какой-то, возможно, подарок, возможно, что-то интересное, то есть у каждого это, конечно, будет свое. Также, если вы сегодня будете оказываться в каких-то тяжелых ситуациях, сразу задавайте себе вопрос, для чего вы попали в эту ситуацию, что вам на данном этапе нужно изменить, что вам нужно сделать и так далее. Также старайтесь сегодня употреблять здоровую пищу. Конечно, здоровая пища – это такое растяжимое, громкое понятие, потому что на данный момент понятие здоровая пища – это сложно ее найти, особенно кто живет в больших крупных городах, но все же, девочки и мальчики, попробовать нужно. Далее, сегодня нужно, чтобы вы говорили по отношению к себе, к близким и родным людям только с любовью. И молитва, которую мы, друзья, рекомендуем вам сказать в этот день, она будет звучать следующим образом. Архангел Михаил, пожалуйста, помоги мне обрести любовь во всем, о чем я думаю, говорю и делаю. Помоги мне знать, что я заслуживаю этого сочувствия, и я освободился от чувства вины, и теперь я могу обрести внутренний мир. Девочки, мальчики, слова этой молитвы будут в описании к этому видео. Обязательно в этот день прочитайте эту молитву. И как мы говорили ранее, друзья, сегодня у нас с вами денежный день, и очень важно, чтобы вы провели одну простую практику. Для этого что вам нужно сделать? Вам нужно взять ручку, желательно, чтобы ручка была или красного цвета, или зеленого цвета, но если у вас под рукой ничего нет, ну, возьмите эту ручку, которая или фломастер, которая у вас есть. И что мы рисуем, девочки, мальчики? Нарисуйте на запястье вашей руки знак бесконечности.
Далее под низом напишите ту сумму, которая вам нужна на данном этапе. Так вот, это не должна быть какая-то большая сумма, а что-то более нормальное и адекватное. После этого обведите это все в кружочек и скажите следующие слова. Деньги текут ко мне легко и свободно. Деньги текут ко мне со всех сторон. Истина да будет так. Друзья, вот такой у нас с вами день, замечательный день 14 декабря. Мы надеемся, что наши советы, друзья, и наши рекомендации вам помогают в жизни. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео, обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, увидите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами же буквально в следующем видео.